5 лет назад жизнь Лены оборвалась, казалось, на самом взлете. Она была помолвлена с Антоном, обаятельным, успешным бизнесменом из Кракова. Вместе они мечтали о доме на берегу, о детях, семейных поездках на море, обсуждали, в какой месяц сыграть свадьбу. Старшая сестра Лены, Виктория, всегда чувствовала себя второстепенной фигурой на фоне младшей. Лена с детства была любимицей всех. Открытая, добрая, красивая, легко заводила друзей. Виктория же чувствовала себя угрюмой и незаметной, и ее сердце сжималось от ревности каждый раз, когда кто-то хвалил Лену. Узнав о помолвке Лены с Антоном, Виктория ощутила нестерпимую зависть. Антон был тем, кого она считала идеальным мужчиной. Харизматичный, перспективный, с большими планами на будущее. Виктория начала действовать осторожно, не вызывая подозрений. Под предлогом помощи с организацией свадьбы стала часто общаться с Антоном. Она выслушивала его жалобы, если он ссорился с Леной, поддерживала разговоры на темы, которые ему были интересны, делала комплименты. Антон, польщенный вниманием, все чаще проводил время с Викторией. Она создавала вокруг него иллюзию понимания и близости. Лена ничего не подозревала до того момента, когда Антон просто исчез. Он не звонил и не писал. Лена пыталась найти его дома, но дверь оставалась закрытой. А через несколько недель она увидела его в центре Кракова. Он шел под руку с Викторией, они оживленно смеялись и выглядели счастливыми. Лена оцепенела. Сердце сжалось, ноги окаменели. Антон заметил Лену, и его лицо исказилось смесью вины и растерянности. Он хотел что-то сказать, но Виктория крепко сжала его руку и посмотрела на сестру взглядом, полным торжества. В ее глазах читалось: «Он теперь мой. Ты проиграла». Лена не стала кричать или устраивать сцену. Она просто развернулась и ушла. В тот день ее мир рухнул. Вскоре стало известно: Виктория и Антон поженились, устроив роскошную свадьбу в Варшаве. Фотографии с торжества появились на страницах модных журналов. Виктория блистала в дорогом платье, а Антон выглядел как герой глянцевых обложек. Их жизнь казалась сказкой. Путешествия по Европе, отдых на островах, бесконечные вечеринки. Лена, оставшись одна, наблюдала за их жизнью со стороны. Но вместо того, чтобы позволить ненависти сжечь себя изнутри, она решила уйти от прошлого. Лена собрала вещи и переехала в Гданьск, в город, где ее никто не знал, и где она могла начать все сначала. Там Лена устроилась работать в онкологическое отделение городской больницы. Первое время было особенно тяжело: бессонные ночи, мучительные воспоминания, слезы в одиночестве. Но пациенты помогли ей отвлечься. Их судьбы и борьба за жизнь наполнили ее существование новым смыслом. Лена с головой ушла в работу, училась, посещала медицинские конференции, вскоре заработала уважение коллег. Ее трудолюбие и способность поддерживать пациентов даже в самых тяжелых ситуациях сделали ее одной из лучших в больнице. На медицинском форуме Лена встретила Егора, профессора, руководителя одной из крупнейших частных клиник в стране. Егор был старше Лены, обладал спокойной харизмой и теплым сердцем. С первых минут знакомства он был очарован Леной, ее искренностью, самоотдачей и умением сопереживать. Их встречи стали регулярными, сначала на профессиональной почве, а потом и за пределами работы. С Егором Лена чувствовала себя в безопасности. Он не требовал, не упрекал, умел слушать и понимать. Через год он сделал ей предложение, скромно, без пафоса. Лена долго думала, боясь снова ошибиться, но Егор своей заботой и честностью развеял все ее сомнения. Они сыграли тихую свадьбу в окружении друзей и коллег.
Все казалось налаженным, пока однажды Лене не позвонили из Кракова. Умерла ее мама. Ей пришлось вернуться в родной город, полный болезненных воспоминаний. Егор настоял, чтобы поехать с ней. На похоронах мать провожали под серым небом, словно сама природа оплакивала ее уход. Лена старалась сосредоточиться на памяти о матери, но все омрачилось появлением Виктории и Антона. Они подошли вместе. Виктория блистала в бриллиантах, а Антон выглядел усталым и постаревшим. Виктория оценила Лену насмешливым взглядом. «Жаль тебя, Лена. Все еще одна, а я купаюсь в роскоши». Лена глубоко вздохнула, посмотрела сестре в глаза и спокойно сказала: «Познакомься с моим мужем». В этот момент подошел Егор. Его рост, уверенная осанка и спокойное лицо сразу привлекли внимание. Многие узнали его как знаменитого врача и мецената, чьи достижения обсуждали в прессе и на телевидении. Виктория побледнела, а Антон застыл. Он узнал в Егоре того самого профессора, который несколько лет назад отказался сотрудничать с его инвестиционным проектом, отчего Антон тогда потерял крупный контракт. Егор подошел к Лене, мягко обнял ее за плечи и выразил соболезнования Виктории и Антону. В его взгляде читалась не снисходительность, а сочувствие. Лена в этот момент чувствовала себя сильной и свободной. Она, наконец, отпустила прошлое. Виктория стояла в оцепенении, не зная, что сказать, впервые лишившись привычной самоуверенности. После церемонии Лена подошла к Виктории и сказала тихо, но твердо: «Мне жаль, что все так получилось. Я не желаю тебе зла, сестра. Просто хочу, чтобы ты когда-нибудь стала по-настоящему счастлива». Виктория опустила глаза и промолчала. Антон только кивнул, не в силах произнести ни слова. Лена и Егор ушли с кладбища, оставив Викторию и Антона стоять среди опавших листьев, каждый погруженный в свои мысли. Спустя несколько месяцев Лена узнала, что Виктория и Антон развелись, а бизнес Антона окончательно разорился. Виктория исчезла из города, и Лена больше ничего о ней не слышала, но в душе надеялась, что сестра найдет свой путь. Лена и Егор продолжали жить в Гданьске, помогая людям и наслаждаясь каждой минутой вместе. Лена понимала, что счастье не в блеске украшений и не в громких титрах, а в любви, заботе, умении прощать и стремлении делать добро. Она, наконец, обрела то, чего всегда хотела — настоящую семью, гармонию с собой и миром вокруг. И это была ее подлинная победа. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.